Привет, куберы! Не так давно ко мне в руки случайно попал карбоновый Мегаминкс. И сказать, что я расстроился, все равно, что ничего не сказать. Про карбоновые кубы я узнал, наверное, год назад или около того. Они только появлялись, и про них толком никто ничего не знал. Я тоже не придал им значения и пропустил их мимо внимания. Вроде кубы, но с какими-то наклейками странными, текстурированными одного цвета, а под ними цветной пластик, как индикатор, показывающий, какого цвета должна быть грань. Кто-нибудь в комментариях мне может объяснить, зачем нужны карбоновые кубы? Зачем нужно было поверх цветного пластика клеить однотонные стикеры и мучить себя таким способом определения цвета? Наверное, кто-нибудь скажет, чтобы якобы усложнить, но на мой взгляд это не усложнение. Усложнение — это когда вместо двух рук вы начинаете использовать одну. Хотите усложнить сборку — собирайте ногами. Это хотя бы ВЦА дисциплина. А еще лучше учитесь собирать вслепую. Это реально вас прокачает, в отличие от карбоновых кубов. Если вы хотите в спидкубинг, то карбоновые кубы вам точно не попутчик. Если хотите что-то необычное в коллекцию, есть много других головоломок. Карбоновые кубы ничего общего со спидкубингом не имеют. На официальных соревнованиях они запрещены. Вы возразите, что карбоновые кубы покупают для себя или в коллекцию. Но я, прежде чем делать это видео, пообщался с владельцами карбоновых кубов. И все они в один голос говорят, что приобретение того не стоит, и покупка была сделана на эмоциях, и при этом все они новички. Ладно бы купили карбоновые 3 на 3 или 2 на 2, это еще куда не шло, но люди покупают карбоновые сеты, и это вообще худшее, что только может быть. Особенно если новичок по непониманию покупает, насмотревшись позитивных обзоров. Это отвратительно. У меня карбоновый Мегаминкс от фирмы Z-Cube. Если абстрагироваться от того, что он карбоновый, и рассматривать его как простой Мегаминкс, то это по качеству один из худших Мегаминксов, которые мне попадались в руки. Он очень плохо крутится, его неприятно собирать. У него нет специальных выемок, за которые пальцами цепляют грани. Они есть даже у самых бюджетных моделей. Я делал видео по Мегаминксам, если не смотрели, посмотрите. Я попытался настроить его, раскрутить винты, но он так сильно затянут, что винты вообще практически не проворачиваются. Сделал несколько оборотов с разных сторон и забил, но он просто не ослабляется и очень туго крутится. Вот есть два Мегаминкса. Зачем выбирать вот это, когда можно выбрать вот это? Вот это официальная дисциплина, его приятно собирать, он отлично выглядит, отлично крутится, стоит примерно так же, может быть на 100 рублей дороже, но это вообще незначительно. На таком Мегаминксе, если постараться, я соберу за 2 минуты, а на таком в лучшем случае за 5, потому что он отвратительный. Начиная от того, что он ужасно крутится, его тяжело настроить, прям как ган, и у него наклейки светоотражающие. Это значит, что когда свет будет попадать на них, он будет отражен вам в глаза. Это, конечно, не такой сильный свет, чтобы ослеплять, но достаточный, чтобы напрягать глаза и отвлекать. И со временем это выбешивает. И этих бесячих мелочей накапливается очень много. Если вы хотите какую-то головоломку, которая будет отличаться от классических, ну купите Mirror, Axis Cube, Fisher Cube, Twisted Cube. Эти головоломки хоть и не официальные, но они выглядят очень любопытно. В них есть изюминка, шарм. Они будут удивлять ваших знакомых своей причудливой формой в разобранном состоянии. А если брать карбон с учетом того, что если вдруг надоест и вы снимете стикеры, то это так не работает, потому что по качеству они отвратительные. Они по качеству в несколько раз хуже самых бюджетных аналогов, про которые я рассказывал в других видео. В данном случае, если брать Мегаминксы. А стоят они точно так же. Вы просто не захотите ими собирать из-за плохого качества. В карбоновых кубах нет ни души, ни шарма, ни идеи, нет ничего такого, за что стоило бы их приобретать. Идея, кстати, далеко не новая и совсем не революционная. Несколько лет назад были кубы с похожей идеей, но это был так называемый стикер-мод. Суть была в том, что куб был из однотонного пластика, а такой эффект, как на карбоновых кубах, достигался наклейками. Я приложу фотографию. Как оказалось, эта идея намного более глубинная, и за счет того, что центры вращаются по своей оси, куб становится собрать гораздо сложнее. И вот какой-то умник-маркетолог из Z-Cube в 2017 году решил чуть по-другому реализовать эту идею. А, кстати, самое обидное, что нормальные бренды типа Мою подключились к этому цирку и выпустили свои карбоновые сеты с какими-то разными расцветками. Там, скорее всего, качество на порядок лучше, но саму бредовость карбоновых кубов это не отменяет. Кстати, плохое качество карбоновых кубов очень легко объясняется, потому что маркетологи испугались брать качественные кубы и обклеивать их стикерами. И чтобы не уйти в убыток, решили использовать самые дешевые головоломки, чтобы они хоть как-то крутились и выглядели более-менее приемлемо. Выводы делайте сами. Если хотите пощекотать свои нервы и кошелек жмет, в принципе карбоновые кубы для вас подойдут. В противном случае точно нет. Напишите мне, что думаете по поводу карбоновых кубов в комменты и указывайте, крутили вы их или нет. Мне очень интересно, неужели меня одного они так бесят. Также пишите мне, стоит ли рассказывать про другие бесячие головоломки, которые вообще никогда не нужно покупать. Если у вас есть какая-то интересная идея для видео, жду вас в комментах. Я все читаю и отвечаю там регулярно. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если наберем 500 лайков, я начинаю делать следующее видео с головоломками, которые меня бесят, которые никогда нельзя покупать ни при каких условиях. Обязательно подписывайтесь на канал и большое спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующем видео.